Типа, ты что тут волишься? Я тебе помогу, дружочек. Ты будешь в максимальной безопасности. Мне нравится, он типа, ну, не дерется, просто типа потроллил. Так, что мы тут видим? Ага, попався. Это у нас Кирит Астрич играет Номады. Ну давайте смотреть, что он нам приготовил. Итак, рейтинг 1725 у Кирит Астрича против Элбанович. Элбановик. Я его называю Элбанович, мне так почему-то больше нравится. А, 1779. Интересно. 1700-1800 рейтинг, скажем так. И карта Номад — это рейтинговая игра, где играют две нации интересные. Бенгальцы в последние полгода стали супер популярной нацией на карте Кочевник, потому что, ну вот, раскрыли ее топы, и, соответственно, очень сильно она оказывается за счет халявных двух крестов при переходах, за счет сильных монахов, за счет касл-дропов и игры в Радхи. Вот, в принципе, их полезные бонусы. И также я забыл, что у них, кстати, все вообще корабли регенят хпшку. Как вам такое? Это не маленький бонус, на самом деле, можно сыграть даже в галерах хиляющийся. Таким образом. А здесь какие-то сицилийцы. Какие-то сицилийцы. Окей, сицилийцы, в принципе, та еще мусорная тема. Но посмотрим, что она может на Номаде. Ну, кстати, вопрос интересный. Кстати, 200 камней, 200 камня. Но вот, но есть нюанс. Кирит Астрич насыпет еще 100 камня после того, как он достроит свою ратушу. Кстати, кто быстрее поставит ратушу? Ну, бенгалец поставил ратушу, делает здесь домик. Обычно здесь делается домик, но здесь чувак приборился. И да, он явно видел, что здесь ходил Кирит Астрич, и они оба знают, что они рядом по докам. Кирит Астрич здесь что-то пытался, потом плюнул и сказал, дай поставлю док и буду спокойно развиваться себе. И так, курочки побежали, в принципе, идет развитие. Что есть у сицилийцев? Как я и говорил, плюс еще 100 камня. Спасибо. Также можно ставить донжон уже прям в темной эпохе, в принципе. Да, за 175 камня, довольно дорого, но в принципе можно. В темной эпохе он не может стрелять, не может производить юнитов, но туда можно прятаться. Плюс он очень слабый еще. Короче, но как только апнешься феодал, он становится полноценным донжоном. Также сицилийцы быстрее ставят ратушу. Интересно. Так, да, здесь что-то не продумал Кирит Астрич, что кабан не пройдет сквозь жителей, и вообще, на самом деле, это какой-то небольшой Титаник уже начинается. Так, и он даже не заказал лодочку, пока он это делает, лодочка не в заказе. Но здесь пришла крестьянка и спутала все карты. Господи, что происходит? Какой-то хаотичный старт. Серьезно, серьезно, дайте мне это посмотреть просто, то есть... Кабан уже почти мертвый, приходит крестьянка, Кирит Астрич такой, да, крестьянка хотя бы умри. Очень странно, почему Елбановик сюда вообще пошел, в принципе. И, блин, он думает, что кабан пойдет, но он не учитывает этот угол, и кабан уходит, господи. Да, и до сих пор лодочка не заказана. На самом деле, здесь она только заказана, и кабан такой, ха-ха, смешно, вы все нубы. Кстати, давайте поговорим про расположение ратуш и про айдлы. Опа, 20 секунд айдла, довольно рано. Ратуша, в принципе, неплохая. Здесь есть ягоды, лес, уже даже кабанчик, есть кура. Кура клюет. Йоу-йоу. Хорошо, прикольно. Она хочет здесь наверху лежать, загорать, как вот эти медведи? Я думаю, нет пока что. Ну, да, старт, конечно, у Кирита Астрича не сильно задался, честно говоря. Ну, хотя он убил крестьянина, что это я очкую. Так, и здесь у него интересная такая полуводная ратуша, большие кусты, бочки. Что тебе еще, Кирита Астрич, надо? Пей пиво и отдыхай. Так, в принципе, забавное озеро между игроками. Да, и здесь, кстати, проход есть. А могут ли камыши проплывать? Нет, камыши, наверное, не могут. А вот корабли? Корабли... Вот не знаю. Ну, по-моему, вот все-таки нет. Вот здесь это типа не песок такой. Не такой песок. Так, ну, давайте зыркать дальше, что у нас будет происходить. В принципе... Я на что-то хотел обратить внимание, но вот, честно говоря, забыл. Ну, давайте думать, что еще есть у сицилийцев. Да, быстрее они строят ратушу, но не сразу. Не сразу. Первую ратушу они быстрее не строят. Это было бы слишком имбово. Так, пошел, давайте смотреть разведку. Да, вот что важно. То, что Кирит Астрич, конечно, прогулялся здесь курицей не слабо, но, в принципе, ратушу... Конкретно ратушу он не заметил Елбановика. Елбановик, конечно же, втюрился в нее и знает, что, в принципе, врага можно даже и, по сути, зажать. Ну что,
Тянется кабанчик, можно немножко, думаю, помотать. Также сицилийские юниты, только военные, только наземные военные юниты получают меньше бонус, только бонусного урона. Не обычного урона, а только бонусного. Что это значит? Что, условно, их скауты, рыцари будут получать меньше бонусного урона от пик. Допустим так. Либо лучники от скермов, либо еще что-то. По идее, это работало бы на корабли, но только на наземные юниты. Поэтому фаершипы тут будет одинаковые, нет, не одинаковые. Потому что у бенгальцев фаершипы регенят хп. И они постепенно, по чуть-чуть отхиляются. Итак, что можно сказать по рыбалке здесь? Ну, после этой рыбки станет Елбановику не очень выгодно уже добываться. Он, кстати, отходит крестьян, когда был рыбу. Здесь Киритастрич действует более классически, ставит домики этим крестьянинам. И здесь крестьянке уже ловить нечего. Действительно, ловить нечего, она уходит. Так, идет разведка, и Елбановик такой говорит, вот, кстати, надо было дожрать тут рыбу, хотя это очень мало, на самом деле. Нашел трубу. Хорошо, давайте смотреть, какие у нас будут переходы. Ну, переход от Киритастрича в мельницу идет. Интересно. И еще какого-то кабана идет. Интересно. Здесь посмотрите на вот эту шахту на золоте. Кстати, да, золото, камень тут все в доступе есть. А вот здесь могут быть проблемы. Золото, конечно, в бэках есть, а вот с камень здесь, в принципе, есть. Ну ладно, Киритастрич вроде... Блин, что у него с кабанами? Что-то кабаны не слушаются его. Перехват крестьянка и поменял местами. И переход, неплохой переход, 19-50 переход от Елбановика за бенгальцев. Угу. Делает дом, наверное, вспомнил, что сейчас сразу ему два жителя выдадут. Если бы не сделал, он бы вляпался в домовтык. Здесь вторая крестьянка делает док. Да, Елбановик, в принципе, понял, все расклады понял, да. Сейчас сыграем в воду, и все будет нормально, на золоте. Лесопилки нету, нафиг нужна, но можешь сейчас ее сделать. Дальше еще кабанчика. Сейчас посмотрим. В принципе, этот игрок... я помню его, он как будто бы со мной сражался. Он, в принципе, достойный такой чел. Киритастрич выходит на золото чуть ниже. Переходит на 2 крестьянина позже. И, на самом деле, у него айдол аж в минуту. Это довольно серьезно. То есть, в принципе, воду он готовится сливать. Но крестьянин пока идет на какие-то местные разборки. А Елбановик хочет... Ага, смотрите, он подошел и заволил его. Типа, ты что тут волишься? Я тебе помогу, дружочек. Ты будешь в максимальной безопасности. Мне нравится, он типа, ну, не дерется, просто типа потроллил. А ну-ка. А он его заваливает полностью. Успеет? Бля, не успеет. Жаль. Хотя тут можно что-то еще придумать. А, он контролит. Нож в печень. Все по классике. Окей. Так, а Киритастрич крестьянином, я так понимаю, ущель. Куда-то недалеко ущель. Какие-то форвардные аванпосты, форвардные стены. Интересно. Ну, Елбанович хотел контролить врага по земле. Стеночкой, по крайней мере. Ну, не получилось. Кстати, выбирает именно фаершипы делать. Ну, окей. Ну, из минусов я бы сказал, что у него нет спилки, он не может прокачать топорик. Опа! Да ладно, ты реально ТЦР делаешь? Выход на камень? Типа, у нас же есть камень дома. Камень Киритастрича. Зачем брать камень дома, если ты можешь взять камень у врага сразу? Ну, кстати, он не использовал бонус того, что можно сделать донжон заранее, да, как бы уже феодал, а донжона до сих пор нету. А донжоны вообще будут, а донжоны придут. То золото, камень, все есть. Лесопилки тоже нету. Игроки без лесопилки. И я такое большое количество крестьян, что думал, он будет ТЦ рашить. Если бы он удалил ТЦ и поставил его, оно бы действительно ставилось в 2 раза быстрее, насколько я понимаю. Так, здесь фаершипов делается еще 2. Здесь Киритастрич такой, да... Так, и ставит свой донжон. Контрвышка идет. Ну что, вышка послабее донжона, но она дешевле. Так, нужно достроить. Делается дозор, базовый апгрейд, чтобы все видеть у нас. Что видит у нас Киритастрич? Ну, немножко олени поджираются. Ну, здесь, в принципе, даже кузница сразу. Ничего себе. Что творит и стрельбище. Отлично. Донжон разблокирует сразу и военные здания. Постройки. Стрельбище, и план вырисовывается. Посадить лучников в донжон и просто-напросто со стрелой перебить эту вышку, а может и потом ратшу. Лол, прикол. Здесь, кстати, в чем прикол? Можно действительно брать сержанта и не просто его сливать тут, да, а чинить им, да, то есть, чтобы кресты все, в принципе, работали. На самом деле, сержант может чинить, а крест может работать. Отлично! Киритастрич разобрался. Четко. Но другие кресты хотят поставить и еще донжон. И есть деньги на донжон, даже учитывая вычинивание. Здесь, кстати, что у нас?
Все неплохо. Эй, кукадея. А, да, это одна крестьянка, она сдохла. Чего-то там жесткого. Так. Нет, Киритастрич все-таки пятерку слил. Нет, Киритастрич все-таки от кабана где-то слился. Я хочу это посмотреть. Мне важно, мне это все важно. Это оно нужно мне. Так. А давайте у нас посмотрим, где оно у нас. Он где-то сольет одного. Да, вот она. No. No. Я вижу, что тут как будто какая-то кровь. Короче, ты выпил кровь. Олень. Хорошо, давайте смотреть немножечко дальше. Ну, у Киритастрича как будто по циферкам все довольно печально. Помним, что бенгальец получил плюс 2 креста. В принципе, да, тут Киритастрич так айдлил, но не оба айдлят. Минус 3 жителя, лодки не работают, тут 4 лодки, ничего, крейзи. Сколько фаершипов сделал? 4 сделал фаершипов и Елбановик, ну как будто бы нормально. Итак, идет нападение, довольно агрессивное. Что же будет дальше? Без рыбы тяжело, 4 на еде остается. Крайне капец. Так, а здесь я не понял, мужик что, слил на Киритастрича? Oh no! What's going on? Так, один момент. Так, давайте смотреть, что у нас тут на самом деле произошло. 300 хпшки, и я думаю, что Киритастрич отменит этот донжон. Да, он отменяет. И думает, что делать дальше. Заказывает лучников, на самом деле, заказал только сейчас, то есть какой-то же задержкой. Я, в принципе, еще дома втыки, потому что здесь, возможно... Ой, да, вот в этом проблема, что дома можно потерять. Это будет довольно неприятно. Но вот то, что сержанты сражаются с жителями, да, Елбановик не понимает, что это невыгодно, потому что у сержантов 2 брони в ближнем бою. И, соответственно, жители наносят всего лишь единичку урона сержантам, у которых 50 хп. Поэтому, в принципе, да. Смотрим. Здесь, посмотрите, конечно, у Киритастрича есть большие проблемы. Есть большие проблемы, в принципе. Да, у него не хватает еды ни на что. Топорика у него нету, ну у него до сих пор нет лесопилки. Он поставил кузницу, нету стрелы, нету ничего, нету никого. В принципе, ничего не понятно. И на пофиг делается донжон номер 100-500. Так, ну и, в принципе, принимает решение Елбановик сражаться крестами. В принципе, он может начать микрить, ранее отходить в радж и все такое. Здесь идет перестрелка, это дурацкий дом. Креста убили просто жестко. Но здесь, на самом деле, жители слабо отбивают этот раш. Ну, вот такого сержанта, может и могут завалить. Так, неужели на холме достроится эта тема? Ну, видите, всю еду тратит в сержанта, хотя еще 6 крестьян в заказе есть. И достраивает донжон номер 2. Отлично. Все, в принципе, уже так плюс-минус закрепился. Киритастрич, что дальше? Дальше думаем про экономику, думаем про домовтыки, думаем про что-либо. Так, спасать сержанта. Но здесь чувак уже делает рынок и на самом деле практически готовится к переходу. То есть рынок это интересно, дефать золото, но сейчас сержант может же сам строить свои темы. Мельница тут была поставлена, небольшой завольчик, в принципе, понятно. На самом деле завольчик бы быть сюда, было бы, в принципе, можно было бы сделать. Но здесь начинается хаос у Елбановича. Рыба у него работает уже так себе, крестьянка работает тоже так себе. Делается наконец-то стрела. Чувак очень хочет перейти, он делает кузницу, второе здание. Явно, думаю, он хочет перейти, уже выторговывает, покупает все, что ему нужно. На самом деле он покупает лес. И здесь тоже контррынок, потому что на самом деле еды нет, слова совсем. Пришло же соточку потратить сюда. Здесь, на самом деле, есть много кур, можно было бы работать. Но тут есть и ягоды, в конце концов. Да и вообще много разной еды. Посмотрите, как много золота, 9 на золоте, и это будет all-in через рынок. И нажатые замки от Елбановича. В принципе, у него ситуация сложная, но рабочая. Потому что он перейдет в следующую эпоху. Так, ну здесь разбегаются сержанты. Понимаете, лучники сделали большой обход.
Но там уже мельница пустая. И ну, на самом деле, просто проблема в том, что Елбановичу сейчас негде практически работать. Он выходит на камень, но здесь уже делается дополнительное стрельбище. Чуваки идут. На золоте он не остался, ничего не придумал. В принципе, 100 камней не купил, не сделал еще одну вышку. Здесь сливает ее. Здесь стоят лучники. Да, на самом деле его экономика коллапсирует сейчас в моменте. 37% экономики работает, но он покупает 100 камней, делает вышку на камень, очень хочет, на самом деле, Радх, как будто бы замок, по крайней мере. Радхи это еще ладно, начинается сражение, стрела есть, очень большой дамаг сейчас как будто бы сделает Киритастрич наконец-то, смотрим. Жесть! Ну, здесь кресты, на самом деле, Елбанович слил только 2 креста. Что? Ну, вот сейчас он начинает терять намного больше. 5. Так, что у нас дальше? Здесь, в принципе, еще -1. Но вышка все-таки развалила остальных юнитов. Да? Или не вышка? Нет, вышка 0 убила. Кресты. На самом деле не так плохо для Елбановича снова. 26 крестьян у него всего лишь осталось, но он переходит, сейчас получит на халяву 2 крестьяна, никуда не убегут, он покупает еще 100 камня и, конечно же, прекраснейшая ратуша. Что видит Киритастрич? Он все видит. Потому что человек играет с дозором на нободе, как нужно. Здесь, в принципе, просто буз золота происходит, и курицы не мешают ставить эту ратушу. Всего лишь один лучник, ну, может быть, он может заснайпить раненых, а это приятно. Так, раз, два, да. Здесь, смотрите, частокольчик он сделал, успел, но ценой крестьянки, как говорится, уже 6-я крестьянка сдохла. Ой, не 6-я, а... Погодите-ка, что-то... Я, видимо, не туда смотрел. Все-таки намного больше юнитов было убито. Да, не туда смотрел. 10, да? Это не так мало, блин, это до хрена. 10 слита от Елбановича. Понял. А, и вот откуда лучники напрыгнули. Тут такие ворота были. Раз... 2, 12 слил, окей. 27 крестьян, так, 2 на халяву вышло, вопрос куда? Абус ягод, лес вообще не добывается, он сейчас будет добываться. Здесь новые лучники, но у Киритастрича есть тоже проблемы, потому что у него до сих пор нет лесопилки, нет топорика, экономика абы какая, но он очень сильно играет в агрессию. Что могут действительно сицилийцы? Ну, как будто бы они могут все. Они могут только донжоны делать? Нет. Донжон раш не удался, переключаемся на ТЦ раш. Посмотрите, как быстро они ставят ратушу. Просто. Он удалил ратушу. Зачем он нужна? Тут все равно нет экономики. Лол, у него реально даже лесопилки нету. То есть чувакам просто некуда. Им некуда сбрасывать. Они сейчас сюда пойдут, я не знаю. ТЦшечка на ТЦшечку. Погнали. И мы можем сажать лучников и стрелять оттуда. В принципе. И по крестьянам у нас больше, все отлично. 2 ТЦ, но они толком не работают. Насколько рыба работает? Ну, кое-как. С пропусками. Ну, это жесть. Смотрите, Киритастрич неплохо окружает. Здесь что-то кресты делали, не совсем понимаешь, что они аж сюда добрались. То есть отбивается полностью. Он его окружает, полностью окружает. В принципе, неплохо. И просто перестреливается ТЦшки. Насколько это тупо? У обоих нет топорика. Топорик бы увеличил скорость добычи дерева на 20%. Но, по крайней мере, здесь есть лесопилка. И как будто бы Киритастрич понимает, что ему нужно много леса здесь. Ну и тут чувак тоже на ягодах не сидит, в принципе, тоже качает лес. Вот, кстати, 30 леса сидит в палисадных воротах, чисто 2 чувака чинит, и лес потрачен. Но продолжаются делать лучки. 2-я стрела, да ладно. Мужик прокачивает стрелы, вот это прикол. Так, выходят юниты отсюда, начинают отбивать лес, прекрасно. И здесь еле удерживается ратуша Киритастрича. Что же делать? Непонятно. Топорик ты уже не прокачаешь. Еды 0, и 1 еда, и добычи 0. Неужели Киритастрича перебьет эта ратуша, у которой 2 стрелы? Она более жесткая, как будто бы. Здесь можно ворота еще заколупать. Вышка это все никак не упадет. Старшипы кружится, крутится. Ну, понимаете, он покупает лес. Он его покупает. Покупайте его. Кстати, а донжон что тоже? Донжон тоже стреляет по ТЦшке, поэтому окей. Ну, как будто бы тут все слишком спокойно для Елбановича. Ну, в конце концов, здесь 6 бронеотстрел, да, а здесь 7 бронеотстрел, плюс 2 стрела есть. По идее, это должно влиять там. И, ну, не может, не получается. План не работает. Что делать? 2 стрельбища даже работают. Кресты, луки уходят, что-то ищут. Но Киритастрич как будто понимает, что он зажал врага и знает, что он не убежал куда-то, да? Это не очевидно, кстати. На самом деле, интересно. Блин, может быть, надо было бы рынок ему убить? Сдает ратушу Киритастрич, и что дальше? ТЦ-раш не удался? Донжон раш продолжается. Надо полностью отбить его от ресурсов. Но бенгалец доживает до осадки. Да, интересно.
Ну, прекрасная снова тема. Здесь посмотрите на счет, это просто дизастрич, конечно. У чувака нет ТЦ, у чувака нет топора, у чувака ничего нету, ну и про Кирита встреча. Как говорится, да. Но вы понимаете, зато Кирита... Ой-ой-ой-ой-ой, он срывает всех крестов, но здесь сидят 5 лучников. Надо ими выйти, чинить этими крестами, подойти этими, сделать сержанта, не знаю как. Может купить 100 еды. И назад, домой, как говорится, домой. Так, отлично. Крестов, в принципе, не особо делает и Елбаной, хотя ему рыба что-то приносит, на самом деле. Тут прибрежка, фигешка. Кстати, он добавил 2 рыбака, это забавно. Подумайте сами, Киритастрич реально отбил вот это все золото, вот тут не добывается, да, золото, камень. Ему надо убить рынок, мне кажется. Убиваешь рынок, и он даже же никогда не сделает катапульту, в конце концов, из своей осадки. Здесь он не может добывать нормально. Отличное окружение. Ну и у Банойка 24% экономики работает. Почему? Потому что здесь сидят толпа, здесь сидит толпа, не знает, что делать. Он просто не знает, что делать. Подождите, Подождите, дайте мне это чекнуть просто. В настройках. Где он может добывать ресурсы? Типа здесь еще лучники, точно, надо полные настройки включить. Типа, серьезно. Посмотрите на это. Посмотрите, какой радиус, где он может тут деревья немножко добывать. Тут какие-то грызки, там 5 деревьев и пару кур. Все, остальное окружено, он просто окружен. По-моему, это прекрасно. То есть, блин. Куда ни пойди, везде Киритастрич, что делать? У него даже нет ратуши. Обожаю такой плей. Потому что он пипец опасный, потому что у тебя нет ратуши. Типа, что дальше? Что дальше? Ну, у чувака тоже ничего нет. То есть максимальная какая-то капитуляция, но выходит таким манганелем перекупил и сделал манганель, который будет крайне тяжело убить. Хотя сержантами, но тяжело. А Киритастрич еще не сразу реагирует. Ну, тут не слил на халяву, блин, конечно. Армия, кстати, 13/5, но там фаршипы и чисто. Она говорит. Итак, немножко здесь продыхается. Так, тут камень добывается. Но одна манганелька всего лишь. Ее надо будет чинить. Он может вторую попытаться заказать. Или скорпа у ворот. Так, неужели... Ой, опасается идти сюда, подныривать. Мало ли, как отмикрит это Елбановик. Так. Блин, ну счет у него за счет рыбы, да? Подходит один сержант, но это всего лишь один сержант. Он тут сильно не сделает. Ух ты, как же он понимает ценность этой катапульты, потому что делает вторую катапульту. А 2 катапульты, это уже можно наяривать. И он нападает первой катапультой на этот донжон, в котором 7 челов сидит. Это большая ошибка, мне кажется, от Елбановика. Ему придется чинить массово, он же золото не добывает, придется все продавать. Мне кажется, время ТЦ-рашить снова. Снова ТЦ-рашишь, и ему придется кучу леса тратить. Как раз можно было ТЦ-рашить, но он камень потратил немножко. Так, что за жесть? Кресты новые подходят. Нужна помощь. Все идет. О, так решет катапульт! Осторожнее! 2 катапульты, у чувака вообще ничего нету. Ну какой донжонище поставлен тут просто, который блокирует уже абсолютно все, 20% экономики, вообще ничего не работает. Блин, ну чувак неплохо адмикрит манганелями, это все, что у него есть, все, что он может делать. Вычинивается, камень добывается. Тут что, камень... чуваки просто сидят. У мужика уже 3-4 креста, это немало. Ему надо решаться выпушивать какой-то донжон. И он куда? Он куда не идет? Он не все умирает. Он не может, он типа влево, вправо. Так, здесь куда? Что? Здесь лучники. Здесь стреляют. Он не знает, где чиниться, он пытается чиниться. Ресов нет, леса нету, золота нету, 0. Осталась еда, минус катапульта. Что делать? О, нет. А здесь что? Что происходило? Он спушил донжон. Кстати, вот он мув, который как бы требовался. Но даже здесь Киритастрич реагирует. Подходит крестами, но донжон спушен. Можно пытаться добывать золото, но здесь еще есть донжон. Вау, и ставится сразу еще один. Another one. Да, здесь вот упала катапульта. Чувак такой, блин, все плохо. Вливаем в ТЦшечку. Кресты выходят, они не могут. Они не понимают. Он срывается влево. Нужно выбежать. Может, в конце концов, просто выбежать, но за тобой выбегают луки. Киритастричу пофиг. Нет экономика, нет проблем. Фокусируемся на убийстве. Просто убиваем. Это идеальный плей просто. Вот камень может убивать. Спокойно. Типа, no eco, no problem, реально. Он видит, он их видит. 13% экономики. Никто не работает. Рыбаки. Он перестроил док. Блин, это на самом деле сильно повысит ему еду. Он тут 800 еды может очень быстро добыть, допустим. Но 800 еды, это просто он может ТЦшки кормить, как бы, да?
и скопить крестов там, да, но у него уже 29 только осталось. Сколько он потерял? Он уже 30 крестов потерял, господи. Чувак выиграл воду и... Подожди. Везде Киритастрич. Эта карта называется Киритастрич Номад. Номад Киритастрич. Ты зашел не на ту карту. Но что дальше? Ведь Киритастрич тоже не развивается. Он такой просто 20 луков, 22 луков, 40 луков, 10 тысяч луков. Мне кажется, это трашить надо снова. Это вообще... Подожди, а что делает человек? Я просто не могу понять. То есть, да, у него здесь... Блин, на самом деле, было бы, возможно, прикольно даже здесь какой-то монастырь... Но у него нет леса. Блин, тут реально надо этот рынок выпилить. Он только за счет рынка. Он решается, на Киритастрич реагирует сразу же, instantly. Покупает 100 еды, чтобы что? Чтобы сержиком позаказывать. Откуда? Здесь сержик чисто. Чик, 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 чик. Не. То есть, чувак просто не понимает, что делать? ГГ хоть написал. Цивин, топ-скор. Все дела, ребята. Это максимальное сгорание. Чувак, топ-скор, выиграл воду. У него две ратуши на 0 ратуши. Ребята, задумайтесь. Сицилийцы мусор. Луков уже почти больше, чем крестов. 30 убийства. Добыты ресы. И он побеждает. Просто убийство челика. Но самое прикольное было бы, если бы он еще раз добил его ратуши. Это просто бы закончило вообще все. То есть реально. Просто куда хочешь поставить ратушу. Ну или рынок еще выпилить. Это, конечно, вообще. Ну и так, блин, жестко. Мощь сицилийцев показана. 9 сержантов. Окей. 2 манганельки. 49 ПМ на 38. 68% экономики работало, и это на самом деле очень высокий показатель, если мы учитываем то, что Киритастрич, ну, грубо говоря, трашил, ходил с жителями трашить, да, строить вышки, а здесь 41% в среднем, это супер мало, и 7 это минимум, ну, то есть это рыба чисто, по идее, это чисто рыба. Какие апы качал Киритастрич в этой игре? Ну, может, пусть будет. Следующая эпоха, дозор и стрела. Вот ничего лишнего. Чувак тоже, конечно, ничего не прокачал, но он и не выиграл. Ну, типа, выиграть с 4 апами. Кринж какой. Ну, типа, с 4 апами, но сыграть при этом 37 минут они играли. 37 минут. Феодале вообще насрать на ТЦ. То есть, реально, лум, чтобы трашить, феодал, чтобы трашить, дозор, чтобы трашить, это чтобы трашить. Окей. Да, нормальный убийств, 26 армий. Там, кстати, я так понимаю, все домики тут выпущены. Так-то это тоже вот неприятно. Иногда домики выгодно все-таки вот так ставить. Может быть, если ты планируешь сливать воду. Думай, планируй все. Камень, золото, все дела. Кстати, обуз золота и рынок, конечно, Киритастрич сейчас здесь на самом деле спас. Без него было бы намного тяжелее выкрутиться. Пришлось бы нормальную экономику ставить. Да, кстати, что у нас еще? Замки не нужны. Армия не нужна. Ладно, нужна. Ну, вот как вам такое, блин, насколько, вот, напишите, пожалуйста, в чат, реально, точнее, не в чат, а в комментариях, на сколько дней, либо недель, либо месяцев вы бы на месте Красного после этой катки ливнули из эпохи, вот серьезно. Потому что это мне напоминает, когда ты, типа, 4 на 4 кочевники играешь, и вокруг тебя, ты заспамнился в центре карты, вокруг тебя 3. 2 тебе касл дропит, а 3 манкрашит. Типа, ты после такого все, я не хочу этого, все. Я не хочу эпоху играть. Ну просто. Оно не надо, все. Ладно, ставьте лайк и до встречи.